Всем привет! Сегодня я начну делать для меня новый и один из самых сложных на данный момент проектов. Я буду делать стол-речку из слэба. Этот слэб из карагача я купила, как обычно, в Бумансе. Я выбрала один из самых маленьких слэбов, которые были в наличии. Во-первых, для того, чтобы он лез в прицеп, а во-вторых, потому что это мой первый проект из слэба. В прошлом видео я уже начала готовиться к этому проекту и сделала каретку для фрезера, которая будет служить мне рейсмусом. И сегодня, для того, чтобы понять, что можно сделать с этим слэбом, я посидела в фотошопе, разрезала виртуально этот слэб, и теперь я понимаю, какая часть мне нужна, какую я отрежу и какого размера будет стол. Так что я могу приступать к работе. В прошлом видео я не стала делать подробный обзор о том, как работает каретка, потому что предполагала, что в этом видео будет видно результаты, плоды работы. Как видите, я подвесила провод, так стало гораздо удобнее. Ну и, собственно, результат работы на одной стороне можно вот увидеть по видео. Все достаточно ровно, есть большие полоски, которые, я думаю, что очень легко сошкурятся, потому что они совсем незначительные. В общем, результатом я довольна и приступаю к обработке второй стороны. Итак, я закончила подготовительные работы перед заливкой. Первое, что хочу сказать, это я поняла, что полиэтилен для этих целей плохо подходит, так как при нанесении на него воском он растянулся, вздыбился, и это будет плохо сказываться на заливку эпоксидкой, но я планирую исправить это за счет подзаливки слоя в конце работ снизу. Второе, это я нанесла герметик на лицевую часть для того, чтобы эпоксидка не разлилась по всему столу, так как я не хочу делать полностью глянцевую поверхность, а хочу обработать в итоге дерево маслом. Для этого проекта я выбрала эпоксидку фирмы Artline. Во-первых, потому что она идеально прозрачная.
Во-вторых, потому что она текучая, и из нее легко выходят пузырьки, так что должно быть достаточно просто работать. У этой эпоксидки две основные характеристики. Это максимальный слой заливки 1 см, и время застывания полного это 24 часа. Так как у меня слэб где-то 3,5 см, я буду заливать 3-4 раза. Но так как я не хочу, чтобы были видны границы между слоями заливки, я буду это делать во время неполного застывания эпоксидки, то есть через 10-12 часов. В комплекте с эпоксидкой идут разные красители. Для своего проекта я выбрала зеленый и синий краситель, чтобы замешать бирюзовый цвет. Это конец первой части видео. На данный момент я практически закончила работу над проектом и, в принципе, очень довольна результатом. Но в процессе работы все шло не идеально гладко, и об этом я расскажу во второй части видео в следующую субботу. Не забудьте посмотреть. А теперь результаты конкурса, который я проводила ВКонтакте. Вот эту футболку выиграл Александр Кузьминок, с чем его и поздравляю. А теперь всем пока!